Всем привет! Неоднократно обещал своим подписчикам и самому себе изготовить нормальный сварочно-слесарный стол, потому как временный уродец, собранный из говна и палок, уже давно меня бесил и не справлялся с возлагаемыми на него задачами. Когда-то давно покупка сварочного полуавтомата сподвигла меня на изготовление классной сварочной тележки. Так и в этот раз с переходом мастерской на новый уровень и пополнением ее арсенала аппаратом аргонно-дуговой сварки решил порадовать себя новым столом, чтобы работать было более-менее удобно и приятно. В моем понимании, хороший сварочный стол должен выглядеть так. Это стол с отверстиями с высокой точностью, вырезанный на лазере из толстолистового металла и имеющий с обратной стороны мощную сетку из ребер жесткости. Многочисленные отверстия позволяют надежно фиксировать свариваемые детали в различных положениях, а также устанавливать дополнительную оснастку. Надеюсь, и до такой роскоши когда-нибудь дорастет моя мастерская, но пока изготовим что-то более приземленное, простое и доступное. И сразу скажу, в моем случае небольшие габариты стола в первую очередь обусловлены размерами моей мастерской. Если бы была возможность, то стол я бы сделал шире и длиннее. В любом случае, лучше иметь хотя бы небольшой стол для сварки, чем не иметь никакого. Ну и конечно же, как всегда, все работы начинаются с поездки на металлобазу и покупки необходимого металла. Кстати, видео с изготовлением инструментальной тележки, которую вы видите на заднем плане, скоро будет на канале. Так что кому интересно, скорее подписывайтесь на канал и нажимайте на колокол, чтобы не пропустить. Основной каркас стола будет сделан из профильной трубы 40 на 40 с толщиной стенки 3 мм. Поверхность столешницы из профильной трубы 50 на 25 и стенкой 2 мм. Нарезать заготовки буду с помощью ленточной пилы. Из металла толщиной 6 и 3 мм нарезаю закладные для крепления столешницы. Не знаю почему, но ее мне захотелось сделать съемной. Также из тройки нарезал квадратики для ножек. Ножки сделаю с возможностью регулировки по высоте из болтов М20 и шайб. Чтобы избежать деформации при сварке, закладные пластины буду крепить к профильной трубе посредством сварочных заклепок. Для этого наношу разметку и сверлю отверстие. Отверстие зинкую. Кому нужно, ссылку на зинковки и сверла оставлю в описании. Отверстия больших диаметров удобно делать ступенчатым сверлом. При резке трубы, неважно чем болгаркой или ленточной пилой, образуются острые заусенцы, которые необходимо удалить. Быстрее, удобнее и качественнее всего это делать с помощью гриндера. Для тех, кто под прошлыми видео спрашивал, какой гриндер я использую в работе, сейчас вкратце расскажу. Это гриндер Спутник с двигателем на 1,5 кВт под абразивную ленту длиной 915 мм. Свой самодельный гриндер я еще не собрал, а потому пока работаю на этом. В моей мастерской данный аппарат трудится достаточно давно и успел сточить не одну ленту. Каких-то доработок и обслуживания я не производил. К съемкам станок также не готовил, потому он весь чумазый и покрыт абразивом. В общем, обычная рабочая обстановка. Станок должен работать и тащить металл, а не стоять чистым для красоты. По прошествии времени лента держится также стабильно и четко откликается на регулировки. Единственная доработка, которую я произвел, это установил снизу небольшой лоток для сбора искр из сточенного металла. Обработка торца профильной трубы занимает несколько секунд. Снятие фаски с трубы происходит всего за несколько оборотов. То же самое касается и кругляка. Пару касаний и профильная труба идеально отторцована.
Используя при работе поверхность ролика, можно производить радиусную подгонку под трубу. Сняв рабочий столик, можно быстро заточить какой-нибудь инструмент. В общем, гринтер — это очень полезная и универсальная вещь. А конкретно этот станок — отличный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с самостоятельной постройкой, а хочет просто купить готовый аппарат, достать из коробки и сразу начать работать. В общем, кому интересно, ссылку на данный аппарат я оставлю в описании. Все заготовки подготовлены, можно приступать к сварке. Через проделанное ранее отверстие привариваю закладные к профильной трубе. Как уже говорил ранее, такой способ крепления выбрал, чтобы избежать деформации профильной трубы при сварке. Сверлю отверстия и нарезаю в них резьбу М10. Кому нужно, ссылку на качественные спиральные метчики с добавлением кобальта, а также другой мой металлорежущий инструмент оставлю в описании. Чтобы метчик не буксовал в патроне шуруповерта, существуют специальные адаптеры. Судить о качестве и остроте метчиков вы можете по стружке, которая образуется в результате нарезания резьбы. Выставляю нарезанные детали. В качестве более-менее ровной поверхности положил два обрезка ЛДСП. То чувство, когда для сварки сварочного стола необходим сварочный стол, который ты сейчас делаешь. Собираю рамки на прихватки, замеряю диагонали, а после провариваю. Сварочные швы зачищаю. Используя первую рамку в качестве шаблона, делаю вторую. Выставляю перемычки и продолжаю варить. Сваривать вертикальные швы полуавтоматом я предпочитаю сверху вниз, так швы получаются более аккуратными. Прикручиваю закладные пластины к ранее подготовленным профилям. Кстати, это тот самый гайковерт, который много лет назад я покупал на AliExpress. Как видите, он по-прежнему работает. Устанавливаю каркас на закладные и привариваю. Из болтов М20, гаек и шайб сделаю регулируемые ножки. Вот какие заготовки получились, перевариваю их на местах. Для перемещения стол дополнительно оснащу поворотными колесами, два из которых взял с тормозом. Забегая наперед, хочу сказать, колеса лучше использовать какие-то более крепкие и надежные, чем эти. Для их крепления к раме привариваю 4 болта.
Под профиля, из которых будет сделана поверхность стола, наношу разметку с необходимым шагом. Приваривать профильную трубу необходимо точками, чтобы не вызвать деформацию всей конструкции. Нарезаю арматуру диаметром 4 мм на отрезки, а после привариваю их к каркасу. Они будут использоваться для опирания полок. Полки сделаю из OSB плиты толщиной 9 мм. Нарезать OSB в размер буду с помощью своего самодельного циркулярного стола. Для тех, кто не видел, подробное видео с его изготовлением есть у меня на канале. Произвожу примерку. Верхний лист OSB для защиты от искр дополнительно закрою листом оцинковки. Из стальной полосы 30×4 сделаю кронштейны для подвешивания болгарок. А из профильной трубы 15×15 сделаю вешалку для струбцин. С другой стороны также решил сделать скобу для подвешивания болгарок. Как и сварочную тележку, данный стол решил снабдить своим собственным удлинителем. Дополнительные 4 розетки под рукой во время работы никогда не будут лишними. Для долгого срока службы важно использовать качественный кабель. Для этих целей лучше всего подходит кабель КГ, в моем случае 3 на 2,5. Он имеет гибкую резиновую изоляцию, которая более стойкая к холоду и повреждениям, чем ПВХ-изоляция кабеля ПВС. Концы проводов обжимаю наконечниками НШВ с помощью кримпера. Кому нужно, ссылку на такой оставлю в описании. Мощный и надежный удлинитель, который выдержит любое гаражное оборудование, включая сварку, готов. Делая сварочный стол, я решил в очередной раз модернизировать сварочную тележку, убрать из нее 2 выдвижных ящика, а на их место заселить плазморез. В ящиках у меня хранится различная оснастка для болгарки и сварки, а потому их будет логично переместить под сварочный стол. Для этого в каркас пришлось вварить несколько дополнительных перемычек из профильной трубы. Из металла толщиной 1,2 мм вырезал боковины и закрепил их методом сварочных заклепок. Наношу разметку и сверлю отверстия для крепления направляющих.
Два нижних ящика перекочевали со сварочной тележки, а верхний пришлось изготовить новый. Наношу разметку под отверстие крепления удлинителя и нарезаю в них резьбу М4. Для хранения кабеля сделал простенький крючок. Заднюю стенку дополнительно усилил ребрами жесткости. На них, кстати, установил магниты для более надежной фиксации ящика в закрытом положении. Для хранения оснастки УШМ очень хорошо себя показал вот такой органайзер с отсеками, сделанный из жести. Я решил развить эту идею, увеличив его размеры и многократно упростив его конструкцию. Нарезал пластины и сделал прорези в необходимых местах. Металл использовал толщиной 1,2 мм. Прорези также делал отрезным диском толщиной 1,2 мм. Собираю конструктор и фиксирую на сварочные точки. Вот такая решетка в результате получилась. Она плотно вкладывается в ящик и не требует дополнительной фиксации. Из фанеры и бруска нарезал несколько вкладышей. Они будут использоваться для позиционирования съемной столешницы из ДСП. Сейчас звучит непонятно, но далее вы все поймете. Намазываю клеем и прихватываю нейлером. Хотелось добавить столу некой универсальности, а потому решил его снабдить съемной столешницей. Прикручиваю вкладыши к ДСП, предварительно засверлившись. Стол готов. Произвожу полную разборку и подготовку под покраску. Поверхность грунтую, а после оставляю сохнуть на 2 месяца. Именно настолько в гаражном кооперативе отключили электричество. Генератора у меня нет, а потому производить работы я просто не мог. Думаю, теперь некоторые из подписчиков, кто спрашивал, почему видео выходят так редко, получили ответ на свой вопрос. Спустя 2 месяца грунт достаточно подсох и можно приступать к окрашиванию. Кстати, кому интересно, вот какой вид приобрели магниты, установленные на воздухозаборную решетку полуавтомата за несколько месяцев работы. Определенно, какую-то часть мельчайшей металлической пыли они действительно уловили и не позволили попасть ей внутрь. Краска высохла, можно приступать к самому приятному этапу, а именно расклейке.
Устанавливаю полки из USB. К задней панели перекручиваю магниты для фиксации ящиков. Саму панель фиксирую на заклепке. Шариковое направляющее временно фиксирую на винт М4, а после приклепываю заклепками. К ящикам приклепываю ответные части направляющих. Торчащие заклепки расплющиваю молотком. Готовые ящики устанавливаю на место. Укладываю полку из USB и накрываю защитным листом оцинковки. Устанавливаю и прикручиваю столешницу. Закрепляю удлинитель на свое место. Вкладываю в ящик органайзер для хранения оснастки УШМ. Ну и как по традиции закрепляю на готовом изделии свой фирменный шильдик, изготовленный на самодельном станке с ЧПУ. Сварочный стол готов. Теперь самое время разложить и развесить по местам все инструменты и оснастку, связанную со сварочными работами. Стол металлический, а это значит, что магнитные уголки можно разместить в любом удобном месте. Розетки, расположенные на столе, очень удобно использовать для питания различных инструментов. Провод удлинителя компактно смотан и быстро разматывается в случае необходимости. Скобы, расположенные по обе стороны стола, позволяют очень удобно хранить сразу несколько болгарок прямо под рукой. Ящики с расходкой для сварки и УШМ также находятся в быстром доступе и позволяют очень быстро найти необходимую вещь. Лист из оцинковки служит в качестве защиты от возникающих при работе искр. Чтобы сварочные брызги не прилипали к поверхности стола, его можно обработать специальным спреем. Этот спрей также используется для защиты сопла сварочной горелки. Стол получился достаточно тяжелый, но благодаря колесам его можно легко передвигать по мастерской. В случае необходимости колеса можно заблокировать. Если же требуется еще большая устойчивость, колеса вывешиваются путем выкручивания винтовых опор. С их помощью стол можно поднять выше еще на 10 сантиметров. Кстати, кому интересно, вот какой вид приобрела сварочная тележка. Этот красавец, аппарат аргонно-дуговой сварки, временно поживет на самом верхнем этаже. В случае необходимости на стол можно установить съемную глухую столешницу из ЛДСП. Промежутки между профилями можно использовать для крепления различной оснастки, струбцин и тисков. Кстати, видео с изготовлением этих поворотных тисков есть на канале. Для качественной и удобной работы также важно использовать качественную оснастку. Существуют различные виды струбцин. Такие быстрозажимные пластиковые для сварочных работ брать не советую. Они очень слабо зажимают заготовки и быстро выходят из строя. Такие металлические уже получше, но из-за массивной литой части их не всегда можно просунуть в паз стола. В моем случае струбцину пришлось даже немного подпилить болгаркой. Ну и самый лучший вариант для сварочного стола — это кованые струбцины. Для себя я выбрал вот такие классные кованые струбцины от Denzel. Эти струбцины имеют мощный винт с трапециевидной резьбой, который прослужит долго. Корпус изготовлен из стали 45 методом ковки и закален для большей прочности. Вдобавок ко всему, струбцины имеют хромированное покрытие, которое защищает от коррозии и сварочных брызг.
У Denzel есть струбцины различных размеров, и все они, благодаря удачной форме упорной лапки, отлично устанавливаются на поверхности стола. Denzel — это качественный инструмент, на который можно положиться. Кому интересно, ссылку на каталог продукции оставлю в описании. Когда нет возможности закрепить обычный зажим массы, иногда бывает удобно использовать вот такой магнитный вариант. Он рассчитан на ток до 200 ампер. Ну а теперь давайте попробуем что-нибудь сварить. Для выставления заготовок при сварке под нужным углом очень удобно использовать такие магнитные уголки. Они также бывают различных размеров и конфигураций. Выставив заготовки, фиксирую их, мощно притянув струбцинами к поверхности стола. Варить буду с помощью аппарата аргонно-дуговой сварки Start Model TIG 205 AC/DC. Как-нибудь в следующих видео, думаю, расскажу о нем поподробней, потому как аппарат действительно стоящий и заслуживает внимания. За свою небольшую цену среди TIG аппаратов имеет богатую комплектацию с качественными комплектующими. Сварку произвожу с использованием педали регулировки тока, которая идет в комплекте. Как вы можете наблюдать, даже с таким столом с поверхностью из профильных труб работать стало гораздо удобнее. Используя струбцины и поверхность стола, можно быстро выставлять необходимые конфигурации свариваемых деталей. Лично я данным столом остался доволен. Единственное, если бы была возможность, его бы я делал больших размеров. Кому понравилась конструкция моего стола, вот некоторые картинки с размерами. Если видео было вам полезно, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. 3D-модель своих проектов я обычно размещаю в своей группе ВКонтакте, но ссылку на нее оставить не смогу, потому как в последнее время YouTube их блокирует, так что кому нужно, находите группу в ручном режиме. Ну а ссылки на полезные вещи и инструменты, как всегда, будут в описании. А пока я с вами прощаюсь. Огромной всем удачи, мира и добра!